Здравствуйте! Меня заводит хорошая сюжетная линия. К вашему сведению, привет! Я Коул, художник, стример, а самое главное РПшер. В комьюнити РП состою уже около 6 лет, а к комьюнити Майнкрафта и игрового РП присоединилась где-то 3 года назад. За это время успела посмотреть много таких игр и даже поучаствовать в некоторых, поэтому теперь могу с уверенностью обсуждать эту тему. The clap of my ass cheeks keeps alerting the guards. Итак, РП в Майнкрафте, да и в любых более-менее подходящих играх. Как же я его обожаю. Для начала давайте я зачитаю вам страницу из Википедии. Вдруг кто-то из вас не знает, что такое РП. РП — аббревиатура от английского roleplay, что означает «игра по ролям», то есть такая, в которой каждый игрок должен соблюдать свою роль. Также здесь будет упоминаться ПВП, и дайте я вам объясню, что это такое тоже. ПВП — Player versus Player, или игрок против игрока. Это вид геймплея, где реальный игрок, сидящий за компьютером, играет против другого, реального игрока. Это можно рассудить по-разному, но здесь мы будем обсуждать ПВП как именно драку, то есть до смерти. Быстро, просто, информативно. Давайте сначала поговорим про основные пункты РП, которые соблюдаются везде. Перво-наперво, тебе предстоит справляться с сюжетной линией, используя свои собственные способности импровизации и написания историй. На стриме, на котором и появилась эта тема с РП, мой чат выявил неприязнь именно к этому правилу. Многие люди предпочтут решить все свои проблемы с помощью ПВП. Конечно же, это полностью возможно. Я не запрещаю вам драться при каждом возможном моменте. Но насколько часто вы видите в реальном мире драки до смерти? Существует столько других хороших способов выяснить отношения. Например, манипуляция, подстава, убеждение, отравление. Господи, можно хоть на жалость надавить. Банальная манипуляция является очень хорошим ходом в РП. Но мы же все такие умные, на нас нельзя подействовать, мы же все знаем. Конечно! Но если бы все наши персонажи постоянно использовали одну логику и ничего больше, то, господи, как же было бы скучно. Опять же, это может быть неприятно, но придется сделать вашего персонажа чуть-чуть нелогичным и немного более эмоциональным ради того, чтобы получилась хотя бы немного более интересная история. Любой РП включает в себя какой-никакой сюжет, и качество этого сюжета зависит только от вас самих. Я могу утверждать, что самым простым способом РП, как для новичков, так и уже для продвинутых РПшеров, будет второй тип РП. Но большинство людей все равно выберут первый вариант РП, потому что он больше всего напоминает обычную игру в Майнкрафте. Итак, есть несколько способов играть РП так, чтобы из этого получилась хорошая история. Первый. Ничего не знаю, ни с кем не советуюсь. Неудобно. Многие люди предпочитают именно этот тип РП, но если вам непонятно, чем он так хорош, давайте расскажу. В таком типе РП очень просто получить яркие и искренние эмоции, так как никогда не знаешь, что будет происходить дальше. А значит, будешь и реагировать подобающе. Хороший пунктик для тех, кто не уверен в своих способностях актера. Ведь красивая. Итак, это стиль РП игры, когда вы играете, не строя каких-то планов заранее. Он очень сложен, если вы пытаетесь сделать адекватную историю. Я бы не советовала такой стиль для новичков, ведь без особых планов или понятия сюжета человеку, который еще не разбирается ни в отыгрыше сюжета, ни в построении роли, будет непросто. Хотя, если вы играете на сервере большом, на 30 человек или больше, то, да, соглашусь, это будет самым простым вариантом для РП. И тратить будет меньше всего времени. Но сразу предупреждаю, я очень сильно сомневаюсь, что все эти 30 человек смогут правильно провести РП. Что значит, будет очень много недопониманий, ошибок и обидок. Если вы все же хотите играть без планов и договоренностей, то вот вам несколько пунктов, которых я советую придерживаться.
Если ты играешь с людьми, которых ты не знаешь на все 100 и с которыми не установил хорошее взаимопонимание, то во избежание проблем предупреждай их, пожалуйста, если ты по РП причине собираешься убить их, взорвать их дом, обокрасть их или сделать нечто другое, что может нанести ущерб как канонично, так и просто в игре. Канонично человек может просто-напросто потерять последнюю жизнь, если у вас ведется подсчет жизней, или потерять свой дом. А просто в игре довольно обидно будет без предупреждения потерять свои предметы или большую постройку, над которой ты так долго работал. Второе. Не будь имбой. Думаю, этот пункт довольно прост. Если это не обсуждалось заранее со всеми участниками, то будет довольно кринжово, если ты внезапно объявишь себя каноничным богом, которого нельзя убить и которому надо приносить подношения каждый день. Конечно, остальные могут просто проигнорировать такое поведение, но в этом случае ты все еще немножечко кринж. Третье. Вот и настало время пункта, с которого начинаются все сложности игры без плана. В РП без плана тебе придется подыгрывать тому, чему подыгрывать не хочется. Если тебя в РП схватили и связали, то, если ты не сделал себе огромного мускулистого перса с силой медведя, придется потерпеть и подыграть, не забывая про свою собственную роль. Это, если что, называется импровизация. Вот и идея. Подумайте, как бы ваш персонаж отреагировал на его же похищение. Четвертое. Ты должен хорошо вжиться в роль и знать, как себя вести в любой РП-ситуации. Советую для этого, как профилактику, представлять себе разные ситуации, в которые мог бы попасть твой персонаж, а после этого придумывать, как бы он из этих ситуаций выходил. Интересное предложение для любителей пересечься. Вы знаете, без основных планов как-то пересечься на большом сервере или просто разнести информацию будет довольно сложно. Для этого у меня есть очень интересное решение. Раз в день, неделю или месяц все вы обязательно собираетесь в одном месте в роли своих персонажей и отыгрываете официальную встречу. Это может быть встреча жителей, встреча выживших, да хоть встреча великих правителей. Все пойдет. Такой метод даст вашим персонажам знать друг о друге. Может быть, подтолкнет на дальнейший разговор уже 1 на 1 и, может быть, даже создание планов против кого-то. Тут хочу упомянуть, что сам факт каноничного распространения информации по серверу — это большая проблема РП без правил на больших серверах. На таких серверах информация без вышеупомянутых встреч будет разноситься с большими проблемами. Если, конечно, вы не решили устроить королевство в 100 человек и больше, где сплетни распространяются со скоростью пули. Но это только на бумаге просто. В таком случае скажу еще, что можно либо найти человека, который будет собирать информацию по округе, как для газеты, либо ограничить количество человек до 20. Я считаю, что 20 человек — это самое оптимальное количество для свободного и интересного РП. Перейдем ко второму типу РП. Строим планы, но не скрипт. Этот тип довольно разносторонний. Здесь все целиком и полностью зависит от вас. Хотите, обсуждайте со своими соигроками малейшие детали. Хотите, просто обсудите персонажей, их позиции и идеи, а дальше бегайте как с первым типом РП. Неважно. Также у вас есть способ, с помощью которого вы не будете путаться в линиях сюжета, и вам не придется спойлерить для себя что-то ради правильного отыгрыша. Собственный, так скажем, лоровед. Если вам повезет, то к вам в компанию может попасть человек, который самостоятельно будет рассматривать каждого персонажа и придумывать им историю. Если вы готовы довериться такому человеку, то не пожалеете в будущем. Также забыла упомянуть, если вам попался плохой лоровед, то в этом виновата не я. Итак, немножечко правил лично от меня, а также различия от первого типа РП. Второй тип РП подразумевает обсуждение и построение планов насчет РП. Тут вы заранее смотрите на всех персонажей и заранее систематизируете все планы. В отличие от первого РП, вы уже не сможете творить все, что вам вздумается. Минимум вы должны обсудить это с человеком, с которым вы собираетесь устроить суету. Максимум рассказать об этом всей группе, чтобы каждый успел подготовиться. Возможно, у кого-то будет интересная идея, которая понравится всем больше, чем оригинальная. Второе. Вам намного проще будут даваться все сюжеты, которые не включают в себя ПВП. Ведь когда в первом типе РП мы испытывали проблемы с обсуждением, кому поддаваться, а кому нет, здесь вы сможете заранее обсудить с человеком похищение или манипуляцию, как вы хотите, чтобы это произошло, или хотите ли вы этого вообще. Имбовые персонажи здесь тоже обсуждаются заранее.
Между игроками может выстроиться собственный свод правил насчет таких персонажей. Знайте, чем сильнее ваш персонаж, тем отдаленнее от сюжета вы становитесь. Бог не может участвовать в сюжете так же часто, как и какой-нибудь обычный человек. Появление Бога — это что-то важное, а если он появляется часто, значит не может использовать свои силы, хотя бы из лени. Главное — соблюдать баланс. Чем больше потенциальная сила, тем меньше должно быть ее использований. Технари меня поймут. И теперь у меня есть прекрасная возможность дать вам пример второго типа РП. Есть прекрасный для меня своей идеей и качеством истории сервер QSMP. На нем всегда происходит какая-то драма, что-то интересное, большое и скандальное. Если я правильно понимаю, то точного скрипта, как в третьем типе РП, у них нет, зато много планов имеется. Ситуация. Недавно Филза вместе с Таббой и Питом по причине исчезновения их детей заливают президентский офис лавой. В ответ Федерация обманом заманивает Фила в далекое, скрытое ото всех место, без каких-либо ресурсов, запирая его в птичьем доме на целую неделю. Они, работники Федерации, притворились его детьми. Он был полон надежды найти их, но его надежды рухнули. Когда он выбрался на свободу, птичий дом неожиданно исчез, и Федерация начала ломать его представление о реальности, заставляя сомневаться во всем, что он видит. Это было для вас не только примером хорошего РП, но также показателем того, что не все должно решаться с помощью ПВП. Теперь третий тип РП. Скрипт. Скриптуем все. Играем как на сцене. Если честно, я сама по себе никогда еще не видела такой тип РП вживую. Но отрицать ее существование нельзя. Про него мало есть что сказать, ведь это буквально театральное представление. Все ваши слова и действия заранее прописаны. Прописано, куда вы идете, с кем встречаетесь и с кем говорите. Это сериал. И качество этого сериала полностью зависит от того, кто пишет, и тех, кто играет. Некоторые люди просто не могут выдавить из себя какую-то эмоцию по команде, поэтому и предпочитают первый тип РП. Давайте скажем так, если у вас все хорошо с актерством, то можете попробовать третий тип РП. Если у вас все хорошо с импровизированным актерством, то идите во второй тип РП. И если вы очень хороши в импровизации, то для вас лучшим типом станет первый. А если вы совсем ничего не умеете, еще новичок, который только и умеет драться, то вам снова же нужно идти на второй вариант РП. Ведь, играя на первом варианте, вы как и будете просто драться без особого сюжета, так и продолжите. Я знаю, что я, может быть, рассказала не обо всем, о чем у вас могут быть вопросы. И, скорее всего, у вас появилось после этого появилось еще больше вопросов. Поэтому не волнуйтесь, спрашивайте в комментариях. Я буду делать еще видео насчет этой темы. Я буду выпускать, может быть, еще 2 и 3 видео насчет этого, просто отвечая на вопросы. Потому что я уверена, какие-то люди просто задаются вопросами, некоторые захотят сказать мне что-то. Потому что я знаю, некоторые люди просто задаются вопросами, некоторые захотят сказать мне нет насчет чего-то, и ко всему этому я найду ответ. Потому что мне очень хочется помочь начинающим РПшерам делать это правильно. Я прошла через очень много серверов, и ведь на многих серверах происходит именно то, о чем я говорила выше. Многие люди просто дерутся, не знают, какую историю делать, и даже не пытаются. Поэтому прошу вас, если вы посмотрели и у вас есть хотя бы какой-то вопрос, может быть, даже нелогичный, напишите его в комментариях. Я хочу помочь людям. Peace. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti.